что, ребят, всем привет! Кто еще не знает, меня зовут Давид, и я трейдер с 5-летним стажем. Да, действительно так, 5 лет за спиной трейдинга, очень много опыта, очень много сил на это ушло. Для чего я сделал этот YouTube канал? Для того, чтобы облегчить вам и сэкономить время. Облегчить жизнь и сэкономить время — это очень важные ресурсы, которые вам пригодятся. Ребят, сегодня я хотел провести такой небольшой обучающий ролик, и посвящен он будет риск-менеджменту в трейдинге. Да, это очень важный аспект в трейдинге. Почему он важен? Да потому что многие не понимают, как распределять свой баланс, как им распоряжаться и что вообще делать, когда ты заряжаешь котлету или заряжаешь небольшую сумму. Для каждого деньги разные, и в любом случае нужно уметь ими распоряжаться. Так давайте рассмотрим несколько аспектов риск-менеджмента, и с чего я бы хотел начать, это с примеров, это с того, как нужно это делать. Риск-менеджмент для чего нужен? А для того, чтобы сокращать убытки, сокращать убыточные сделки, и если у вас есть ряд убыточных сделок, они превращались в плюс. Звучит пиздец как сказочно, но это реально. Давайте разберем на примере. Смотри, ты трейдер, новичок, который закинул $1000 на баланс, да, там, нашел деньги, заработал и захотел все-таки изменить свою жизнь, не работать на какой-то наемной работе, стабильной зарплате, а захотел торговать, сидя дома, с комфортом, открывая сделочки, тебе это нравится, и ты хочешь, сука, зарабатывать с этого. $1000 ты залил, и вот ты начинаешь торговлю. Какая самая первая ошибка у новичков? Это, конечно же, ва-банк. Нахуя? Я не знаю. Просто заливают $1000 на баланс. Они думают, что они гуру трейдинга, прочитав несколько постов про трейдинг, посмотрев какие-то линии, черточки и так далее, посмотрев какие-то сногсшибательные индикаторы, которые показывают, куда пойдет дальше рынок. Они ориентируются именно на это. Изучив неделю материал, они просто заливают $1000 на баланс и сразу же в сделку. Ну, это, конечно же, крах балансу, даже если тебе повезет и первая сделочка у тебя залетит в плюс, да, ну, у тебя будет вообще сверх эмоций, ты сразу будешь открывать бутылку шампанского и радоваться то, что ты профессионал трейдинга. Но на дальней дистанции все же ты проебешься. Ну, просто я не хочу этого, я не желаю, чтобы ты этого делал, но я констатирую факт. От чего я это беру? От того, что я проходил через это. Это мой личный опыт, который приводил меня из раза в раз к краху. Ребят, никогда не нужно заходить в сделку ва-банк. Распределяйте свои риски, распределяйте свои деньги. Как это нужно сделать правильно, как это нужно делать грамотно, прямо сейчас ты узнаешь об этом. Кстати, я тебе не сказал обо всех своих системах, опыта и обо всем, что я знаю в трейдинге, я выкладываю в своем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании, обязательно переходи и подписывайся. Даже посмотрев этот ролик, ты узнаешь с телеграм-канала лично моего гораздо больше, и ты начнешь зарабатывать с теми ребятами, которые уже там есть. Они зарабатывают очень хорошие деньги, делятся результатами и говорят: Давид, боже, я не знал эту инфу, ты просто досконально рассказал мне про эту стратегию, ты показал, как ее применять на рынке, ты показал, как забирать прибыль с рынка. Ребят, ну, действительно делаю это ради вас и от чистого сердца. Просто, просто облегчить вам жизнь. Так давайте вернемся к риск-менеджменту. Риск-менеджмент, как правильно и грамотно распределять. Смотрите, ребят, давайте вернемся к пареньку, который закинул у нас $1000 на баланс. И что нужно делать? Обязательно это 10% на сделку. Распределяем свой баланс, это 10% на сделку. Каждая сделка у вас должна выставляться частью, то есть это 10% от вашего депозита. Вы выставляете сделочку 10%, с $1000 это $100, вы выставляете $100, выставляете сделочку, и она в убытке. Что делать дальше? Нужно оставлять те же 10%? Нет, увеличь чуть-чуть. Чуть-чуть увеличь, не в 2, не в 3 раза, не отбивай бешеный убыток, это тоже приведет к краху, но к этой теме мы вернемся в следующих роликах. 10% ты выставил, получил убыток, вторая сделочка открывается уже на 1,5 раза больше, на 1,5. То есть $100 ты залил сделку, она зашла в убыток, открывай на 150. Если эта сделочка у тебя заходит в убыток,
то следующую ты открываешь на 200 с копейками. Сейчас калькулятор не под рукой и не хочется мне даже считать, но в любом случае увеличиваешь еще на 1,5 раза. Не в 2, не нужно, ни в 2, ни в 3, ни в 4. Это приведет, я повторюсь, к краху. Ребят, обязательно соблюдайте риск-менеджмент, и все у вас будет круто, на самом деле, потому что это важная часть в трейдинге. Ребят, что еще хотелось сказать касательно риск-менеджмента, то есть если вы выставили ряд убыточных сделок, первая сделка у вас зашла в убыток, вторая сделка зашла в убыток и третья зашла в убыток, ну, в таком случае, ребят, вы просто не разобрались в системе, не разобрались в своей стратегии, которую вы сами для себя составляли, и она не работает. Не нужно грешить на риск-менеджмент, не нужно грешить на трейдинг, на какой-то график и так далее. Это все идет к системе. Я вам рассказал основные аспекты по риск-менеджменту, то, что необходимо соблюдать его. Первое правило – не заходить в банк. Второе правило – нужно заходить на сделку только 10% на сделочку, это часть от твоего депозита. И третий аспект, который я беру во внимание, это если у вас пошел ряд убыточных сделок, да, такое бывает в трейдинге, мы в любом случае торгуем вероятностями, то вы увеличиваете свою сумму ставочки на 1,5 раза. На 1,5 раза. Более развернуто я рассказываю это в своем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании, обязательно переходи, подписывайся. Там рассказывается не только про риск-менеджмент, там рассказываю и про мои системы, стратегии, опыт. И в любом случае ты познаешь очень многое. Ребят, я очень надеюсь, что для вас этот ролик был максимально полезный, потому что риск-менеджмент это нереально важная часть в торговле и в трейдинге. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Давид и всем пока.